Пожалуйста. Уважаемые друзья, коллеги, знаете, вчера я проинформировал личный состав вооруженных сил, граждан России, наших союзников во всем мире, а также тех, кто пытается шантажировать нас силой о российской новейшей ракетной системе средней дальности. Это наш, ваш комплекс, который вы же и назвали «Орешник». Баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Как мы знаем с вами по анализу данных оперативного и объективного контроля, испытания прошли успешно. Я вас с этим поздравляю. И, как уже было сказано, мы будем эти испытания продолжать, в том числе и в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России. Тем более, что запас таких изделий, запас таких систем, готовых к их применению, у нас имеется. Просил организовать нашу встречу сегодня почти с единственной целью, чтобы поблагодарить вас, сказать вам спасибо за результаты вашей работы. Вас и всех разработчиков системы «Орешник», все научные, производственные, трудовые коллективы, участвовавшие в ее создании, имею в виду и всю кооперацию. А это, как известно, конструкторы, ученые, инженеры, рабочие, которые разрабатывали гиперзвуковые технологии и рассчитывали баллистику, осваивали выпуск новейших материалов, систему управления, микроэлектроники и так далее и тому подобное. Достигнутые результаты и скорость разработки новой системы действительно вызывают и гордость, и восхищение, убедительно демонстрируют, что отечественная школа ракетостроения обладает огромным потенциалом и способна решать самые сложные задачи по обеспечению безопасности и суверенитета России. В этой связи подчеркну, что система «Орешник» – это не модернизация старых, еще советских систем, хотя, понятно, все мы вышли из различных систем Советского Союза, все мы воспитывались на том, что было сделано предыдущими поколениями, в известной степени пользовались их результатами, но эта система действительно, это прежде всего результат работы, вашей работы, работы, которая была проделана в российские времена, в условиях новой России. Она создана ими на базе современных, новейших разработок. И обязан сказать, что в сегодняшних условиях, когда мы сталкиваемся с новыми возрастающими угрозами и вызовами, работа над такими системами вооружения имеет особое, можно сказать, жизненно важное значение для нашей страны. Вновь хочу подчеркнуть, что решение задач в рамках специальной военной операции будущее России сегодня, конечно же, прежде всего зависит от наших солдат и офицеров, от мужества штурмовиков и артиллеристов, танкистов и десантников, саперов, летчиков, операторов беспилотных летательных аппаратов морского десанта, от слаженной работы всех родов войск. Наши части на линии боевого соприкосновения успешно, грамотно, мужественно и профессионально действуют сегодня. С каждым днем накапливают боевой опыт и наращивают наступательный потенциал. Повторю, именно от профессионализма, мужества и героизма наших солдат и офицеров прежде всего зависит выполнение всех задач в рамках специальной военной операции. Но при этом очень важно, чтобы и фронтовики, и наши граждане в целом знали, что для защиты нашей безопасности у нас есть колоссальная технологическая база, крепкий индустриальный научный тыл. И система оружия, которая была вчера испытана, является еще одним надежным гарантом территориальной целостности и суверенитета России. Такого оружия, как
мы знаем, как вы знаете, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах. Мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра, или через год, или через 2. А у нас эта система есть сегодня. И это важно. Здесь хочу подчеркнуть еще один аспект. Ракетная система «Орешник» – это не просто эффективное гиперзвуковое оружие. В силу своей ударной мощи, особенно при массированном групповом применении, да еще и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты ее использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с оружием стратегического назначения. Хотя по факту система «Орешник» стратегическим оружием не является, во всяком случае, это межконтинентальная баллистическая ракета, не является средством массового поражения, но в том числе и потому, что это еще и высокоточное оружие. При этом, как уже отмечал, добавлю, что противодействия такой ракете, средств ее перехвата на сегодняшний день в мире нет, не существует. И еще раз подчеркну, испытания новейшей системы мы будем продолжать. Необходимо наладить серийное производство. Будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято. Да, собственно говоря, оно практически организовано. Имея в виду особую силу этого оружия, ее мощь, она будет поставлена на вооружение именно в ракетные войска стратегического назначения. И еще, что важно, что кроме системы «Орешник» в России сегодня находится в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода. По результатам испытаний это оружие также пойдет в серию. То есть у нас складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности. Сегодняшняя военно-политическая ситуация в мире во многом определяется именно результатами конкуренции в сфере создания новых технологий, систем вооружения, развития экономики. Но, как не раз говорил, решающее значение, конечно, принадлежит людям, мужеству тех, кто сражается на фронте, таланту и упорству тех, кто работает на заводах и в КБ, в научных центрах, на предприятиях, во всех отраслях экономики. И, конечно, мы такими людьми гордимся. С такими людьми, безусловно, все задачи, как я сказал, СВО будут решены, да и в целом безопасность России будет надежно обеспечена. Еще раз хочу поблагодарить вас и ваших коллег за напряженную, важную, результативную работу, за достигнутые высокие результаты, за вклад в укрепление безопасности и обороноспособности нашего народа, в защиту нашей Родины в самом широком смысле этого слова. И хочу сказать, что создатели ракетной системы «Орешник», те, кто проектировал, организовывал производство новейшего комплекса, безусловно, будут представлены государственным наградам.